Мне нужно будет изготовить доску для нашего давнего партнера, торговой компании «Вектор», которая является официальным дилером компании, производящей клей Titebond. И много лет мы берем у них там клей. Сама доска достаточно простая, то есть она будет изготовлена из дуба и будет вставлен вот такой логотип из венки. То есть ничего здесь сложного нет, но поскольку просьба такая поступила, поэтому покажу изготовление этого видео. Изготовление этой доски. Также компания попросила показать те принадлежности, которыми они также торгуют. Ну, во-первых, это насос для клея. Вот видите, марка Titebond. Сейчас посмотрим, что это такое. То есть насос, который, видимо, сделан под резьбу клея, и вот так, видимо, можно выкачивать как из больших, так и из маленьких банок. Но потом я это попробую. Единственное, конечно, его потом, наверное, нужно мыть. Никогда я таким не пользовался, просто обычно наливал через горлышко. Второе, это вот бутылка для нанесения клея специальная. Не знаю, кто-то может пользуется, но меня устраивает стандартные бутылки. То есть, видимо, вот эта бутылка, вот это может быть полезным. Это такой мини-ролик для нанесения клея. Потом, конечно, все это нужно будет мыть. Не знаю, насколько удобно. Это обычный тонкий носик для дозированного нанесения клея. И еще вот, видимо, это для нанесения клея широкой, по-моему, частью. Ну вот, такие наборы, возможно, кому-нибудь они пригодятся, будут интересны. И, честно говоря, я в своей работе этим не пользуюсь. Не думаю, что мне это интересно будет. Ну и вот такая фирменная кисточка Tide Brush. Но кисточки иногда нужны. Обычно я пользуюсь либо малярным валиком, либо вот той системой с роликом, очень удобно. Но иногда, когда нужно, предположим, склеить одну доску или какой-то небольшой объем, то для того, чтобы не переводить клей на валик, на ролик, потому что там много уходит в отходы и невыгодно делать какие-то мелкие вещи, то вот такие кисточки вполне пригодятся. Думаю, вот этим я буду пользоваться. Ну а сейчас приступим к изготовлению самой доски. Да, еще забыл сказать про масло. То есть это вот масло они выпускают для разделочных досок, деревянной посуды и столешниц. То есть здесь описание, как это масло работает, как наносится. Но я посмотрел состав 100% вазелиновое масло. Да, состав масла вазелина 100%. Ну, то есть это обычное белое или светлое минеральное масло, которое мы закупаем 200-литровыми бочками, поскольку объем достаточно большой обработки. Но вот для индивидуального использования при изготовлении небольшого количества досок это масло может быть интересным.